Привет-привет! Вы на канале Ассорти от Настены. У каждой хозяйки есть рецепт своего тертого пирога. Сегодня делюсь со своим. Я надеюсь, он вам тоже очень понравится. А если вы никогда его не готовили, я сняла подробнейший рецепт. Приятного просмотра! Нам понадобится 150 грамм сливочного масла комнатной температуры. Добавляем 120 грамм сахара, щепотку соли, перетираем погружным блендером. К полученной смеси добавляем 2 яйца и снова взбиваем все погружным блендером. Вот такая однородная смесь у нас получилась. Добавляем постепенно 425 грамм просеянной муки и 8 грамм разрыхлителя. И замешиваем наше тесто. Буквально пару минут, и тесто собралось полностью в ком и не липнет к рукам. Я это тесто очень люблю. Вот какое оно получилось в результате: гладкое и абсолютно не липнет к рукам. Делю тесто на две части. На первую большую часть для самого пирога и на вторую часть для его посыпки. Часть для посыпки я вот так вот скручиваю, мне так удобнее потом натирать его на терке, и прячу его в морозилку. А со второй частью теста можно уже работать. Раскатываем тесто не слишком тонко. Тесто я раскатала приблизительно такой формы, чтобы еще учитывать бортики нашей формы. Форма у меня круглая, силиконовая, диаметр примерно 28 сантиметров. Сейчас я вам покажу, как я перекладываю тесто на форму. Я кладу нашу форму под тефлоновый коврик вместе с тестом и одновременно переворачиваю наш коврик вместе с тестом аккуратно. Вот таким вот образом. Вот. И сейчас буду аккуратно коврик снимать, а тесто само ложится уже на вашу форму. Ну или второй вариант попроще. Вот мы, допустим, раскатали наше тесто вот на нашем коврике либо пергаменте, на чем вы раскатываете, и кладем сверху нашу форму вот так вот и аккуратно переворачиваем, снимаем наш пергамент, и тесто ложится красиво на нашу форму. Выбирайте любой из вариантов, и у вас обязательно все получится. Сейчас я аккуратно все поправлю. Лишнее тесто по бокам я обрезаю вот таким образом. И в недостающие места, если так уж у нас получилось, я его просто приклеиваю вот таким вот образом. Бортики я люблю, чтобы они были потолще, поэтому я толщины добавляю обычно, потому что они самые вкусные, их потом в пироге вкусно грызть. У меня сегодня пирог просто с вареньем, поэтому бортики не обязательно делать высокими. Я их даже вот так вот сплющиваю немного. Но если у вас много начинки жидкой, то, естественно, бортики делайте высокими. В начинку сегодня положу свое домашнее сливовое варенье. Вот таким вот образом. Достаю из морозилки уже замерзший кусок теста и натираю его на терке, на крупной терке. У нас все получилось. Ставим в духовку на 180 градусов и выпекаем его до готовности где-то примерно 25 минут. Вот он и испекся. Ароматный, с хрустящей корочкой, с домашним сливовым вареньем. Да к чаю. Это очень вкусно. Кстати, если вы тесто сделаете заранее за день,
а на следующий день сформируете пирог и выпечьте его, будет вкус точно таким же, вкусным и ароматным. Спасибо, что были со мной. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь и приходите ко мне снова в гости.